Всем привет! Сегодня видео про УАЗик. Начинаем мы с того, что, проехав 180 километров от места покупки, у нас застучал двигатель. Сегодня будем искать причину, будем разбирать головку блока. Есть подозрение, что стук появился в поршневой группе, то есть поршневая. Соответственно, снятие головки. Если действительно так, просто поменяем поршневую, будем ездить дальше. К сожалению, хорошего гаража у нас нету пока. Есть маленький, поэтому УАЗик туда не входит по высоте. Поэтому придется все процедуры пока производить на улице. Наш УАЗик. Посмотрим. Вот. Сейчас будем снимать. Я буду показывать, что мы делаем, что мы сделали. Будем вести небольшой такой журнал. Так, мы начали снимать, проводим разбор. На данный момент сняли патрубки, часть патрубков, сняли воздушный фильтр, слили тосол с двигателя. Сейчас переключу камеру, покажу. Что мы видим? У нас стоит подогреватель, с него сливаем. Сейчас слили с головки блока, с самого радиатора тосол. Тосол в хорошем состоянии, с учетом даже, что машине уже 20 лет. На данный момент будем дальше проводить съемку. Сейчас снимем генератор, снимем крыльчатку, вот эту. Потом у нас пойдет карбюратор. Помпу сейчас будем также откручивать, снимать. И доберемся до коллектора. После этого уже начнем вскрытие самого двигателя и будем снимать головку блока. Сейчас мы это все снимем и потом я вам все это покажу. Так, мы, значит, сняли крышку клапанов, сняли карбюратор, открутили распред. Сейчас мы будем это все снимать. Значит, это все. Так, вот еще нужно вот здесь нам один болт снять, гайку, и в конце одна гайка. Так, ключик на 12. Сейчас мы это все найдем. Так, нету тут у меня на 12. Есть там. Вот он на 12. Немножко непонятно, почему он у нас застучал. По идее, двигатель в достаточно хорошем состоянии. Ни подтеков таких критических нету. Все чистенькое. Но сейчас будем разбираться. Возможно, что-то упало внутрь. Может, что-то отлетело. Это УАЗик. Это нормально. Так, сейчас мы снимем распред и потом продолжим. Мы сняли распред. Теперь мы сейчас будем снимать толкатели. Толкатели, коромысел клапанов. Толкатели, коромысел клапанов. Значит, они в первую очередь, что вам нужно сделать? Запастись маркером для того, чтобы помечать их, когда будете снимать. Чтобы не перепутать, какой где стоял. И у них есть одна особенность для снятия. Сейчас мы вам... Они вот, видишь, метки стоят. Тут они уже ставили. Тут уже даже есть вот меточки. Возможно, что двигатель вскрывался, ну, скорее всего. Первый. Значит, смотрите, как их правильно снимать. То есть просто не тянуть, их нужно, покручивая немножечко, из стороны в сторону, потихонечку приподнимать. Ни за что не зацеплять стараться. Сейчас достанем, покажем почему. Вот, тут идут колпачки, вот эти вот с краешку. Чтобы эти колпачки у вас не остались внизу, вот их таким образом вот нужно доставать. А вот он тоже помеченный второй. Вот, тут второй помечен. Значит, двигатель уже у нас скрывался, разбирался. Вот и, возможно, как раз таки что-то они внутри, может быть, обронили, либо не докрутили, либо не доставили. Сейчас мы будем это смотреть. Значит, мы открутили головку блока. Сразу скажу, что откручивать нужно начинать с краев. То есть здесь открутили 2, с этой стороны 2, тут 2, тут 2. От краев идем к центру. И далее нужно будет непосредственно поднять саму. Мы не стали пока снимать пускной, для того, чтобы было удобнее за него браться и снимать. И плюс там немного закисшие гайки. Будем их уже снимать при снятом состоянии. Так, сейчас скинем голову и посмотрим, что у нас внутри. Мы сняли головку. Что мы обнаружили? Значит, все поршня, видите, да, они не двигаются. А вот как раз где у нас был стук во втором поршне, в цилиндре, он двигается, видите, из стороны в сторону.
Все, остальные все, они сидят плотненько. Никакого у них нету движения ни стороны в сторону, ни вверх, ни вниз. Ну, понятно, да, зажаты пока. Предположительно, вот в крепле это в шатунном пальце, блядь, вот где это ходится, блядь. Шатунный палец, там или обрыв, блядь. Вот, так что мы сейчас... Убери и вот снимай. Я показал уже, да, что он шатается. Сейчас что наши следующие действия? Мы будем снимать поддон и уже непосредственно выявлять саму причину. Снимать этот поршень, цилиндр, второй цилиндр. Второй поршень выбивать, снимать. Вот это наши следующие действия. Итак, вот что мы получаем. Мы видим, что у нас шатается на пальце сам поршень, есть, то есть он не закреплен, видно. Там стоит бронзовая втулка. Сейчас я вам покажу. Все, такая вот втулочка, стоит она 50 рублей. Из-за нее у нас получается вот все стуки, то есть слышно, как все это стучит. Сейчас мы это будем отдавать в ремонт, то есть нам заменят втулку, сделают развертку, и потом мы будем все это собирать уже обратно. То есть по данному вопросу, то есть сколько не консультировались, все говорят, что это просто удивительно, что разбило такую втулку, а остальное все осталось целым. Ну, значит, нам повезло. Все, будем ремонтировать. Так, что мы с вами имеем? Нам нужно поменять втулку. Втулку мы отдали в сервис на замену. То есть нам ее поставят, запрессуют и будем производить сборку. Дальше все в обратном порядке, то есть все поставим, все прикрутим и уже потом будем заливать жидкостью, менять все трубочки и пробовать заводить. Так, на этом видео все. Спасибо вам за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также, если вдруг кто-то напишет по поводу того, что мы что-то делаем неправильно, либо еще что-то проверить нам нужно, будем рады комментариям. Всем спасибо, ждите новых видео.